Друзья, сегодня пойдет речь о легендарном квадроцикле марки Traxxer 500 от компании Bombardier. Легенде квадроциклов по своей надежности и по своей выносливости. Ребята, взгляните, какой у него задний мост. Посмотрите, какая у него рама. То есть здесь настоящий мустанг среди жеребцов. Также у него установлен двигатель 500 кубических сантиметров на полуавтомате, то есть не вариатор. У него полуавтомат, как на автомобиле, с ручным переключением, а также переключением в авторежиме. То есть данный квадроцикл не входит в сравнение ни с одним из современных квадроциклов. Недаром в 2006 году Bombardier перестала его выпускать, и мировой лидер сельскохозяйственной техники John Deere выкупил данную модель, и теперь она называется John Deere Buck 500. То есть квадроциклу дали вторую жизнь. Посмотрите, какие у него удобные сиденья. Здоровое сиденье. Также у него очень удобный спереди ящик гигантский, в который можно положить много чего. Квадроцикл оборудован дисковыми тормозами спереди 2 штуки и одним дисковым тормозом сзади. У квадроцикла карданы. Квадроцикл, если сравнивать с Outlander'ом, у него низкая подвеска, что обеспечивает устойчивость на пересеченной местности. Также у квадроцикла расположение двигателя находится под сиденьем. Это тоже на самом деле маленький плюсик. Почему? Потому что во время езды теплый воздух попадает на ноги, и тем самым зимой довольно-таки комфортно получается езда, потому что сиденье теплое, ноги обдувает теплым ветром. Также у него присутствуют очень красивые воздухозаборники по правой и левой стороне задних крыльев. Также у квадроцикла расположение радиатора очень удобно. То есть радиатор находится в задней части квадроцикла. Почему это удобно? Потому что грязь практически не попадает на радиатор, и тем самым радиатор не забивается, он не перегревается. То есть в данной модели продумано все. Что сказать о коробке? Значит, в данном квадроцикле установлен полуавтомат. Сейчас, секундочку, я открою отсек. Итак, смотрите, здесь у него полуавтомат, то есть полностью сиденье поднимается и все без проблем обслуживается. Если сравнивать с другими моделями квадроциклов, то везде нужно снимать пластик, что-то откручивать, где-то нужно вынимать двигатель при каких-то работах. Здесь все настолько продумано, что только открываешь сиденье и можно добраться до любой части, которую нужно обслужить. Это, конечно, гигантский плюс. И
нет сравнения ни с чем. То есть вы видите, свечки поменять нужно легко. Аккумулятор. Аккумулятор большая проблема на Outlander поставить, но здесь это не составляет никаких проблем. Фильтр. Фильтр также в доступности. То есть все, что можно, все в доступности. Очень удобно и комфортно. Квадроцикл по базе шире, нежели нежели другие модели Bombardier. Он ниже. Но на данном квадроцикле вы без проблем можете тащить за собой, не знаю, какой-нибудь джип Ниву, например, или груженный прицеп глины, бревна. Также можно цеплять катера и разные грузы. Значит, в чем самый большой плюс данного квадроцикла? Самый большой плюс, конечно, в коробке. Коробка, у него полуавтомат. То есть, если вы это катаетесь, то без проблем, чтобы не переключать передачи, вы можете поставить квадроцикл в авторежим, он будет переключаться сам. Также, если вы везете грузы, вы ставите ручной режим и кнопками переключения переключаете передачи. То есть, грубо говоря, вы прицепили какой-то груз, поставили первую передачу и потихонечку тянете свой груз, тем самым не напрягая коробку, не напрягая двигатель, он будет потихонечку тянуть ваш груз. Также у него присутствует паркинг, задняя передача, передняя передача и пониженная. Подсос, ввиду того, что он карбюраторный. Уровень топлива механический. Дальний ближний свет, то есть у него всегда работает ближний свет с возможностью включения дальнего света. Кнопка старт-стоп. Тормоза дисковые, гидравлические. Слева повторитель ножного тормоза. То есть также это очень удобно, потому что иногда бывает нужно воспользоваться рукой. Также у него присутствует огромное пространство между рулем и сиденьем. Туда можно поставить какую-то канистру или засунуть лопаты, если вы занимаетесь сельскохозяйственной деятельностью. Что еще можно сказать о квадроцикле? Честно говоря, от квадроцикла я без ума, потому что настолько прочного мы собирали этот квадроцикл, настолько прочного квадроцикла я не встречал, потому что было перебрано много квадроциклов, но этот квадроцикл, конечно, впечатлил. У него устанавливается лебедка, но на данном квадроцикле лебедки нет. Также у него присутствует в случае разрядки аккумулятора ручной старт. Это тоже очень удобно, потому что иногда бывает, что аккумулятор сел, и его, если нет ручного стартера, то квадроцикл не завести, потому что вариаторные квадроциклы и квадроциклы с полуавтоматом с толкача не завести. Формы, конечно, у него безумные. Я ничего не хочу сказать против современных квадроциклов, но если сравнивать, например, J1 Outlander и J2, то, конечно,
G1, по моему мнению, намного симпатичнее, ввиду того, что у него квадратные красивые фары, скромные, но очень стильные. Вот такой вот квадроцикл. Из минусов, что при езде мне не очень понравилось. Ну, из минусов, наверное, я бы отметил, что здесь немножко не очень удобный руль, ввиду того, что он слишком высокий и, наверное, не так практичен для прогулок на квадроцикле. То есть, соответственно, наверное, для сельскохозяйственных нужд, конечно, он поинтереснее будет. Но также я отметил бы пропуски в момент переключения коробки передач в автоматическом режиме. То есть иногда бывает, ты сбрасываешь газ, квадроцикл автоматически скидывает скорость, и при нажатии газа он опять начинает переключать на повышенную скорость, и такие образуются провальчики, которые я бы отметил как минус. В ручном режиме он переключает достаточно хорошо, но нужно, конечно, всегда прислушиваться к двигателю, то есть в какой момент переключать скорость. И не забывать переключать ее вниз, потому что он автоматически не переключает вниз в ручном режиме. И когда вы заходите куда-то в поворот или сбрасываете скорость, то есть он остается на той скорости, которую вы изначально как бы включили. Это, конечно, не очень удобно, и если забывать переключать на пониженную скорость, можно стереть диски сцепления. А так, больше, наверное, минусов нет у данной модели. Здесь все надежно максимально. Здесь все продумано. То есть здесь даже на задней части присутствует металлический отбойник, дабы вы не повредили пластик. Квадроцикл уматный. Ну, недаром его лидер сельскохозяйственной техники John Deere выкупил. Это, наверное, говорит тоже о многом. Всем спасибо.